Друзья, всем огромнейший привет, и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о кривых. А конкретно их название — это тоновые кривые в цветных каналах. И да, вы наверняка скажете, да сколько уже можно про эти кривые. Ну, во-первых, у меня, да, уже есть несколько видео, посвященных кривым, и я обратил внимание на ваши комментарии, где вы критикуете меня, и кто-то пишет, что слишком много информации, слишком много воды, непонятно, все равно непонятно. И это первая причина, по которой я решил снять это видео. Вторая же причина — это у меня, скажем так, сформировалось и сформулировалось, что ли, мнение по кривым. И я хочу вкратце, концентрированно, четко, понятно, без лишней воды донести вам и наконец-то уже понять вместе с вами, что такое кривые, для чего они нужны, как ими пользоваться, что это вообще за инструмент. В общем, если тебе интересна необычная креативная обработка фотографий, то ты зашел на нужный канал. Здесь мы занимаемся именно этим. Вы на канале Art Photo Life, меня зовут Серджо, и полетели! Итак, друзья, пока мы слишком далеко не улетели, давайте я расскажу вкратце, очень вкратце, в двух словах вообще, что же такое кривые. На наших мониторах при обработке фотографий мы с вами видим цвет. Что такое цвет? Цвет — это пиксель, который светится определенным цветом. И у каждого этого цвета, у каждого пикселя есть свои характеристики, точнее их три основные характеристики. Первая характеристика — это тональность цвета, вторая характеристика — это насыщенность цвета, и третья характеристика — это его светимость этого пикселя. Так вот, друзья, кто-то из вас скажет, да нахрена вообще нужно крутить эти кривые, непонятно, что они дают и какое от них действие, если у нас есть замечательный инструмент сплит-тонирования, который позволяет нам окрасить тени, цвета, средние оттенки в нужный нам цвет. Все так, друзья, да не так. Приведу вам простой пример. Допустим, мы отметем инструмент кривые, не пользуемся ими и пользуемся только сплит-тонированием. И вот мы обрабатываем с вами тени. И мы можем покрасить, соответственно, тени нашей фотографии либо в холодный синий цвет, либо в теплый желто-оранжевый, либо в коричневый, либо в зелененький и так далее. Но теперь, друзья, обращаю ваше внимание, если я при помощи кривых создам тени холодного, синего или изумрудного цвета, а инструментом сплит, раздельное тонирование, на холодные тени наложу слегка еле заметные теплые оттенки. Это будет уже совсем другой коленкор. И да, отдельно инструмент кривые я, например, не рассматриваю. Вообще в этом видео я говорю свое отношение. Я не говорю, что вообще из себя представляют кривые, что с ними можно делать. Я рассказываю, какое отношение к кривым сформировал именно я. Так вот, друзья, тоновая кривая в цветных каналах и раздельное сплит-тонирование — это тандем двух серьезных, сильных и очень крутых инструмента, которые могут помочь нам в тенях и в средних участках создать невероятно интересную, крутую гамму всевозможных оттенков. При помощи кривых мы с вами будем работать над темными и средними участками. Болтать, наверное, хватит. Я вроде бы объяснил основные принципы, что такое кривая, как они воздействуют на цвет пикселей, и мы будем с вами, еще раз подчеркну, работать именно в теневой зоне фотографии. В общем, погнали! Итак, друзья, я забился в уголочек, чтобы вам не мешать. Перед нами фотография, и вы, наверное, скажете, сказал, будет меньше болтовни, а сам наговорил. Все-таки инструмент серьезный, он достаточно интересный, поэтому необходимо знать его свойства. Итак, друзья, перед нами фотография, я выбрал ее по той простой причине, потому что здесь находится достаточно много черного цвета, темного цвета. И здесь достаточно интересные теневые участки. Как я уже говорил, мы с вами будем работать именно с темными участками на нашей фотографии. С темными и немного со средними. Итак, друзья, тоновая кривая включает в себя 4 канала. Первая кривая RGB — это кривая, которая отвечает за чисто цветотеневой рисунок, то есть здесь мы работаем с контрастом изображения, и цветные каналы, их всего 3: красный, зеленый и синий. И если мы с вами откроем красный канал, здесь у нас сразу на гистограмме находятся оттенки: в левом верхнем углу красные и в правом нижнем углу изумрудные оттенки. Если мы будем с вами двигать нашу кривую, то у нас фотография окрашивается либо в красный, либо, соответственно, в такой красивый изумрудненький цвет. В зеленом канале, друзья, у нас
цвет зеленый и фиолетовый, соответственно. И в синем канале у нас синие оттенки и желтые оттенки. Вот с этими цветами мы с вами будем работать. Не будем затрагивать светлые области, а только тени. Итак, друзья, так как у нас в принципе полноценный гайд по кривым, я хочу сразу обратить ваше внимание, что у нас вот самая левая кнопочка, это поставляет работать в гистограмме. Самая левая кнопка, если ее активизировать, вы видите, появляются вот такие вот светлые области, и эти светлые области позволяют нам работать именно в ограничении самой программы, для того, чтобы кривая получалась с плавными изгибами, для того, чтобы не было острых углов и не было перепадов, резких перепадов из светлых к темным участкам. Этот инструмент интересный, но он недостаточно творческий. Мы с вами работать будем сами, поэтому вот про эту часть мы забыли и переходим непосредственно в RGB. Друзья, RGB мы оставляем на потом. Мы с вами будем тонировать нашу фотографию. И смотрите, для того, чтобы нам правильно понимать, как работают цвета, да, ну потому что я показал там красный, изумрудный, а что это, чего и как, непонятно. Так вот, друзья, давайте мы уберем с вами в насыщенности все цвета в минус 100. Мы обесцветим наше изображение, и мы теперь после этого будем видеть, как ложатся наши изменения в кривой на нашу фотографию, что с ней происходит. Итак, друзья, две волшебные кнопки, которые вам стоит изучить при работе с кривыми. Итак, кнопочка Alt, она позволяет нам осуществлять более такие плавные движения. Если нам точка не нужна, то мы кликаем на нее 2 раза, она исчезает. Но при удержании кнопочки Alt мы с вами, обратите внимание, можем двигать спокойно влево, вправо, вверх, вниз. И теперь, если мы с вами зажмем Alt и Shift одновременно, то наша кривая будет двигаться только вверх и вниз. Вот это учтите при работе с вашими изображениями. Итак, я зажимаю Alt для того, чтобы четко найти середину на моей кривой. Ну, так просто проще в нее попасть. Я выбираю самый центр, кликаю сюда. Немного не попал, 130 на 130, середина на самом деле 128 на 128, вот она. И теперь что мы видим? Мы с вами разделили кривую на 2 отрезка. Давайте мы верхний отрезок вообще не будем трогать, потому что он отвечает у нас за светлые участки, а будем работать только в нижней части кривой, потому что она отвечает за темные и за средние участки. Итак, я зажимаю кнопочку Alt, я выбираю ровно посередину, ну плюс-минус, и отвожу немного вниз. И как вы видите, моя фотография уже окрашивается в такой изумрудный цвет, появляется такая. Теперь у нас 2 отрезка, мы каждый отрезок на глаз примерно делим на половинки. И еще добавляем дополнительные точки, удерживаем кнопочку Alt или Alt-Shift, как вам удобнее. И также выгибаем немного вниз нашу кривую. И вот этот отрезок верхний тоже делим на 2 части. Вот, друзья, мы с вами затонировали изображение, добавили в него изумрудных оттенков. И, конечно же, такая фотография имеет место быть, но это чересчур. Поэтому переходим с вами в зеленый канал, удерживаем Alt, кликаем на середину. Если не попали, то выставляем 128 на 128. Это параметры точки, ее координаты, которые находятся ровно точно посередине. Итак, удерживаем Alt или Alt-Shift, выбираем среднюю точку и тащим вниз. И обратите внимание, как наше изображение, если мы перегнем, то видите, появляются фиолетовые оттенки. Давайте я сделаю покрупнее изображение. Вот мы видим теперь черные участки. И смотрите, видите, появляется фиолетовый, появляется изумрудный. Так вот, друзья, нам с вами нужно добиться такого момента, когда у нас на нашем изображении не будет фиолетовых оттенков, а будет слегка проявляться наш изумрудный цвет, но он будет еле заметный. Поэтому мы также делим еще отрезок на 2 части, чуть-чуть вниз опускаем, и здесь также выбираем серединку и аккуратненько двигаем вниз. Ну вот, друзья, что уже мы с вами сделали. Мы соединили с вами, собственно говоря, в тенях изумрудные оттенки с фиолетовыми и получили такой насыщенный плотный цвет. Итак, друзья, двигаемся дальше. У нас есть еще синий канал, переходим в синий канал. Также выбираем здесь ровненько, четенько серединку, 128 на 128, я в этот раз промахнулся, попаду. С кнопочкой Alt это делать очень легко.
И теперь, друзья, смотрите, тени я хочу сделать холодными. Ну и, как правило, их делают именно холодными при помощи кривых. И если я здесь начну гнуть вниз кривую, то я получу такой чистый, красивый черный цвет. Но я хочу в самых темных участках сделать фотографию немного похолоднее. Мне нравится, когда самые темные участки, они не сильно холодные, не сильно синие, а слегка. Поэтому я поднимаю самую нижнюю точку где-то примерно на, ну вот пусть будет на 10. Моя фотография стала слегка такая холодноватая, синяя. И теперь я делаю то же самое. Ловлю середину и отвожу немного вниз. И здесь отвожу немного вниз. И вот здесь делю напополам и отвожу немного вниз. И еще вот так вот. Ну вот, друзья, по сути дела, я сейчас добавил и холодных оттенков, и теплых одновременно, потому что я самую нижнюю точку синего немного задрал, добавил синего, а соседние точки слегка опустил и тут же добавил в участке не в самые темные, а чуть-чуть посветлее, немного желтых оттенков. И у меня получился такой достаточно интересный черный цвет. Давайте мы отключим этот инструмент и посмотрим, какая фотография у нас была без кривой и какая она стала с кривой. Ну вот, как говорится, и практически не нужно обрабатывать. Мы с вами сделали достаточно интересную тонировку. Ну, это не все. Как я уже говорил, что кривые работают в тандеме со сплит-тонированием, поэтому мы опускаемся ниже. Выбираем здесь тени. Инструмент почему-то стал называться цветокоррекция, хотя всегда в переводе он назывался либо сплит, либо раздельное тонирование. Итак, друзья, я хочу в тенях добавить слегка изумрудных оттенков, немного усилить тот цвет, который мы сделали кривыми. Так вот, я вам сразу скажу, что красивые изумрудные оттенки, ну, на мой вкус, они содержатся в диапазоне. Давайте я насыщенность сделаю 20. Видите, теперь у нас заметно, как у нас меняется цвет. Так вот, красивые оттенки, они находятся в диапазоне где-то примерно 190 и 205. Обычно я выставляю именно такие параметры тона в тенях. Но насыщенность 20 это слишком большая. Я думаю, что 7 или 10 этого достаточно для того, чтобы фотографию не перенасытить изумрудными оттенками. Оставляю я 7. Средние оттенки мы с вами трогать не будем. Мы перейдем в цвета, в светлой области. И светлой области я люблю делать персиковым цветом, таким легким, еле заметным. И, как правило, этот диапазон у меня составляет 37 или 40 в тональности. Давайте вот я поставил 37. Вот так вот выглядит этот цвет. Ну, конечно же, это очень много. И выставляем параметры где-то, ну, 15. Этого, как правило, достаточно. И наш цвет стал более красивый, более интересный. Давайте посмотрим. Без и с нашим цветом. Незаметно, но достаточно интересно. Легкая такая отдушинка. В этом и состоит искусство фотографии. Обработать фотографию так, чтобы не было видно, что она обработана. И теперь, друзья, вот у нас еще есть общее тонирование. Оно в старых Lightroom'ах нет, в новых оно есть. И мы можем сюда добавить легкие коричневые оттенки, которые, как правило, содержатся где-то примерно в оттенке под номером 25. И давайте я прибавлю посильнее. Вот такие вот коричневые оттенки. Но это слишком много. Я поставлю насыщенность на 5. И я сюда же добавил легких шоколадных оттенков. Собственно говоря, друзья, тонирование мы с вами сделали. Теперь давайте мы перейдем в насыщенность и 2 кликами вернем насыщенность нашим цветам. Как видите, у нас в тенях сразу добавился синий цвет. Ну, на самом деле, как правило, если вы видите синий цвет на фотографии, это отражается небо. Вот здесь вот стекло, асфальт, это предзакатное состояние, и небо в этих во всех вещах отражается, поэтому мы видим слегка синие оттенки. Такая фотография слишком синяя, поэтому я синий немножечко убавлю. Вот до такого состояния, примерно минус 65. И сразу его сделаю более таким циановым. Уведу влево, но не сильно. Где-то обычно я делаю так вот немножко, там, минус 5, минус 10. Вот этого будет достаточно. Мы давайте немножко сейчас другое. Вот смотрите, у нас красный цвет. Он такой какой-то малиновый. Мне он не очень нравится. Мы сделаем его более теплым. Вот он стал интереснее. И, пожалуй, мы фиолетовый уведем немного влево, где-то примерно, ну вот, пусть будет на 55. И пурпурный вправо. По сути дела, мы с вами создаем Teal and Orange, а в Teal and Orange, как вы знаете, фиолетовых оттенков нет. Здесь должно быть больше красного.
Ну, собственно говоря, вот как-то так. К базовым настройкам давайте мы с вами обратимся. Итак, светлой области я немножко подожму влево, где-то примерно на минус 70. Тени я сделаю посветлее, ну, примерно тоже где-то на плюс 70. Контраст можно сделать чуть-чуть поконтрастнее, на плюс 14. Белые и черные. Экспозицию чуть-чуть правее. Делаем с фотографии вот так вот посветлее. Ну а дальше уже виньетка, текстура, резкость. Это уже на любителя, на вкус и цвет, как говорится. И теперь сохраненные настройки перенесем на другое изображение. Итак, я выделяю фотографию, на которую хочу перенести наши настройки. Выбираю синхронизировать. Здесь у меня не стоит трансформация, не стоит профиль, баланс белого, экспозиция. Это индивидуально. Кликаем синхронизировать. Наша фотография обработалась. Правда, она слишком темненькая. Давайте ее посветлим. И так как мы на предыдущей фотографии не работали с вами с зелеными и желтыми оттенками, то посмотрите, какой здесь мы, собственно говоря, апокалипсис получили. Нам это не интересно. Давайте посмотрим. Было, стало, было, стало. Сделаем фотографию более спокойную. Здесь у нас люди, и это хорошо. Мы можем поработать с кожей, с цветом кожи. Я сниму немного контраст. Дальше, друзья, мы поработаем с вами с зелеными. Прижмем их где-то на минус 70. Желтые тоже сделаем не такими активными. И теперь поработаем с тональностью. Желтый я сделаю слегка оранжевым. То есть желтый будет светло-оранжевый, где-то на минус 23. Зеленый сделаю чуть-чуть потеплее. Переведу тональность на минус 26. И теперь давайте мы поработаем с кожей. Немножко уберем насыщенность на минус 30. И тональность оранжевого я уведу немного влево. Ну, где-то на минус 7. Самое главное, чтобы кожа не была красной. Ну, здесь все равно особо не видно, потому что немного размытый. Здесь фокус на передний план, на вот этот газон. Так, друзья, давайте посмотрим. Было, стало, было. Стало. Выбираем следующую фотографию, на которую мы перенесем наши настроечки. Давайте выберем теперь какую-нибудь. Так. Выделю я фотографию, с которой мы только что работали. Мы будем настройки брать с нее теперь. Итак, друзья, смотрите, мы кликнем на фотографию, которую мы доработали. Она у нас выделена должна быть только она. Теперь я нажимаю и удерживаю кнопочку Ctrl и выбираю фотографию, на которую я хочу перенести полученные настройки. Вот у меня выделились обе фотографии. Нажимаю синхронизировать. Синхронизировать. И давайте посмотрим, что мы получили. Ну а что, очень даже неплохо. Давайте смотрим. Было, стало. Было, стало. Очень интересные оттенки. Здесь нет цвета человеческой кожи, поэтому мы здесь можем поработать отдельно с желтым, с оранжевым цветом, сделать, например, более интересный, яркий цвет нашего такси. Ну и на таких фотографиях я еще люблю добавлять немного виньетки. Вот как-нибудь вот так вот. И растушевку. Вот таким вот образом. Ну что ж, очень неплохо. И теперь перенесем на другие настроечки. Вот на эту фотографию. Синхронизировать, синхронизировать. И смотрим, что мы получаем дальше. Вот такая фоточка. Достаточно неплохо. Собственно говоря, мы с вами делаем экспозицию чуть-чуть поярче. Дальше я хочу доработать небо. Кликаю «Выделить небо». Небо автоматически выделилось. Теперь я здесь прижму немного экспозицию. Дальше добавлю еще линейный градиент. Вот здесь сделаю слегка потемнее. Еще добавлю линейный градиент. Сверху сделаю вот так немножко потемнее. Теперь, друзья, всегда не забываем работать с температурой. Давайте посмотрим, что у нас будет. Снимок очень холодный. Мы сюда чуть-чуть добавим теплоты, подвинув температуру немного вправо. Кнопочка авто обычно неплохо выравнивает снимок. Иногда его требуется, конечно, подкорректировать, убрать, например, что-то лишнее. Пожалуй, как-то так. Сюда можно еще немножечко добавить виньетки. Двигаем влево.
Получаем вот такой интересный эффект. И, друзья, и двигаемся дальше. Переходим на следующую фотографию. Теперь мы обработаем ночь. Синхронизировать. Давайте посмотрим, что у нас с ночной фотографией. Здесь нам необходимо подвинуть экспозицию, сделать поярче. И вот, обращаю ваше внимание, что когда вы фотографируете ночью, либо в помещении, то, как правило, фотография получается слишком теплая. И поэтому мы с вами удерживаем кнопочку Shift, это нам позволяет более плавно двигать наши ползунки, и температуру делаем немного холоднее. И, как правило, еще на ночных фотографиях у нас может быть слишком много быть синего. Убавляем. И можно убрать зеленый, желтые и оранжевые оттенки. И сделаем все-таки чуть-чуть потеплее вот такой вот брутальный, интересный цвет. Если нам кажется фотография слишком синей, мы всегда в средних тонах можем добавить насыщенности и такую легкую тонировочку шоколадную увеличить. Таким образом, синева будет более такая теплая. Для этой конкретной фотографии, пожалуй, так будет интереснее. То есть я в значении общих сделал насыщенность на 15, был 5. Двигаемся дальше. Вот у нас как раз есть фотография в помещении. Она слегка желтая. Ну, в помещении баланс белого часто ошибается. Итак, зажимаем Ctrl, выделяем фотографию, кликаем синхронизировать. Синхронизировать. Смотрим, что получилось. Давайте посмотрим. Было... Стало. Очень интересный, брутальный черный цвет. Я прям тащусь, как у нас получился. Какой шикарный цвет. И давайте мы сделаем здесь экспозицию немного поменьше. И температуру сделаем слегка похолоднее. И теперь, друзья, давайте мы с вами поработаем с RGB. Мы оставили ее на потом, нашу прямую, которая будет кривой. И научимся быстренько делать винтажные снимки. Самую нижнюю точку, которая называется точка черного, мы поднимаем примерно на значение где-то 20. Дальше среднюю точку мы примерно возвращаем на прежний уровень. От черной точки вправо сделаем небольшой отступ и слегка прижмем. Теперь, друзья, точку черного мы можем повышать вверх, добавляя на нашу фотографию такой глянцевости, немножко дымки. И это, собственно говоря, и называется винтаж. И смотрите, друзья, у нас есть точка белого, это самая верхняя точка. И если вы обратите внимание, давайте я увеличу вот здесь самые белые участки. Смотрите, они сейчас у нас светятся и не светятся, светятся, не светятся. Поэтому точку белого я всегда опускаю, для того, чтобы получить такое матовое изображение в светлых участках. И посерединке мы можем слегка приподнять, для того, чтобы сохранить контрастность изображения. Ну, вот, собственно говоря, все. И теперь давайте посмотрим на фотографию, какой она была до обработки и какая стала после. Ну что, друзья, подведем итог. Итак, у нас два сильных инструмента. Это кривые и сплит-тонирование, которое почему-то стало называться цветокоррекция. Ну, не суть. Итак, работая с кривой, мы с вами воздействуем на пиксель, на цвет. И делаем этот цвет, этот пиксель более насыщенный, более контрастный. И мы можем в этот пиксель, в этот цвет наложить различные оттенки. Наложить немножко изумрудного, потом слегка фиолетового, потом немножко синего и желтого, потом опуститься сплит-тонирование, добавить дополнительных оттенков и получить не просто темный цвет, а цвет, который будет включать такую богатую палитру. Черный цвет на нашей фотографии становится глубокий, красивый, объемный, крутой. Вот для этого нам и нужна кривая. Ну вот, друзья, на этом, в общем-то, и все. Я более чем уверен, что данное видео помогло вам окончательно и бесповоротно разобраться, что такое кривые в цветных каналах, с чем их едят и как ими пользоваться. И если на самом деле видео было тебе полезным, не забудь поставить лайк, написать комментарий, так ты помогаешь продвижению моего канала. Тебе не сложно, а мне будет очень приятно. И да, не забудь подписаться, потому что впереди нас ждет еще очень много интересного и полезного. Желаю вам всем творческих высот, всем пока и до новых встреч.